Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я продолжу серию простых, но вкусных домашних рецептов. В меню у нас жаркое в горшочках. Жаркое я буду готовить двумя способами. Один будет с обжаркой, второй, кому жареное противопоказано. Для жаркого мне понадобятся основные ингредиенты. Это мясо. Мясо можете брать любое, какое вы любите. Можно готовить с индейкой, с курицей, со свининой, с бараниной, с говядиной, с кониной. Кому что нравится. Я взял свинину. Также нам понадобится картофель, лук, морковь, пару зубчиков чеснока. Можно использовать грибы, шампиньоны или вешенки. Я использую сухие белые грибы. Сейчас я их сразу залью кипятком. Пусть они у нас пока разбухают. Настоянный бульон мы будем использовать в горшочке. Из основных специй это лавровый лист, соль, перец, горошком или молотый можно использовать. Я еще использую кориандр. Для обжарки буду использовать растительное масло. И также соленые огурчики у меня пойдут в мой рецепт. Для начала сейчас подготовим все ингредиенты. Сначала нарежем мясо. Мясо нарезаем такими средними кусочками, чтобы они у нас ощущались в пище. Кто любит постное, можете готовить с грудки индейки или курицы. Кто любит посочнее и пожирнее, берите баранину, свинину. Мясо нарезаем, как и всех ингредиентов, в количестве горшочков, сколько вы будете готовить. И все зависит еще от объема горшочка. Горшочки бывают разного объема, так что смотрите сами. Каких-то точных ингредиентов, количества здесь нет. Все на ваш вкус. Любите больше мяса, кладете больше мяса. Любите больше картофель, кладете больше картофеля. Вот я думаю, мне на мои 3 горшочка этого количества будет достаточно. Нарезаем картофель кубиком. Опять же, размер кубика все зависит от вашего предпочтения. Я нарезаю не крупным. Для своих горшочков по одной картофельне пока нарежу, а там будет видно. Если что, добавим. Нарезанный картофель отправляем на тарелку. Дорежем еще один на всякий случай. Картофель я нарезал. Нарежем лук. Лук тоже нарезаем не крупным кубиком. Подготовленный лук высыпаем в отдельную посуду. Нарезаем морковь. Морковь нарежем мелкой соломочкой. Вы можете натереть ее на терке, нарезать ее полуколечками, брусочками, как вам нравится. Морковь я нарезал. Отправляем ее в тарелку. Огурцы нарезаю мелким кубиком. Огурцы ингредиент не обязательный. Это просто я использую в своем рецепте. Хотите повторить? Одного огурчика нам будет достаточно. Чеснок просто нарезаю колечками. Вы можете выдавить через пресс. Мне нравится, когда он крупный в этом блюде. Грибы у нас размокли. Выжимаем. Опять же повторюсь, грибы вы можете использовать любые, какие у вас есть. Белые просто придадут блюду очень такой изысканный аромат и вкус. Вы можете использовать шампиньоны или вешенки. Грибочки нарезаем мелко. Они нам больше нужны для для аромата, для вкуса наших горшочков. Перекладываем грибы. Дорогие друзья, я все ингредиенты подготовил. Сперва я вам покажу, как формируется горшочек, который готовится без обжарки. Берем картофель, кладем в горшочек. Примерно чуть меньше половины горшочка кладем картофель. Вслед за картофелем кладем мясо, морковь. Почему я кладу мясо сверх картофеля, а не вниз? Я хочу, чтобы картофель пропитался
соком мяса и был вкуснее. Лук. Количество, опять же, я напоминаю, регулируйте по желанию. Любите больше лука или моркови, кладете больше того или иного ингредиента. Несколько колечек чеснока. Буквально вот немного соленых огурчиков, грибочков. Овощи в процессе приготовления еще уменьшатся в объеме. Мясо даст свой сок. Небольшой лавровый лист один. Вот сюда вот сбоку. На это количество, я думаю, вот так вот. Неполная чайная ложечка соли. Можете класть перец горошком. Ну вот штук 5 хватит, достаточно. Я люблю кориандр. Буквально с пол чайной ложечки, даже чуть меньше, посыплю кориандром. Вливаем 1/3 где-то бульона грибного, либо мясного. Аромат бульона какой. И чуть-чуть грамм еще 50. Вот. Достаточно. Все, горшочек у нас сформирован. Закрываем крышкой и ждем, когда я подготовлю оставшиеся, которые будут обжариваться, и отправим потом все вместе в духовку запекаться. Дорогие друзья, второй вариант приготовления горшочков более трудоемкий, так как здесь еще есть процесс обжарки, но не менее вкусный. На разогретую сковороду наливаем масло, даем ему нагреться. Сначала обжарим лук. Лук обжариваем до золотистого цвета. Лук я немного присолю. Лук начал золотиться, отправляем морковь. Добавлю немного воды. Тем самым с лука выделяются сахара, он быстрее карамелизуется, а морковь у нас пропаривается. Хотя она у нас еще будет готовиться в горшочках, но тем не менее она даст свой приятный цвет. Отправлю грибы и соленые огурчики. Буквально минуты 3 еще обжарим. Грибы дали какой аромат грибного бульона. С ума сойти. Что значит белые грибы дают такой неповторимый царский аромат. Царский гриб его считают. Вот и считается, что трюфель самый дорогой, но белый гриб самый вкусный, я считаю, гриб. Овощи я подготовил. Перекладываю их отдельно в тарелку. Добавлю масло и отправим мясо. Мясо буквально прижарим со всех сторон до золотистого цвета, чтобы в дальнейшем в горшочках она отдала вот этот именно свой вкус. Мясо готово. Ну как готово? Прижарили буквально немного. На этом этапе как бы картофель можно сырым, но можно еще и картофель прижарить. Буквально немного. Если уж мы хотим вообще получить вкус интересный в нашем рецепте, то картофель немного обжарим. Рецепт не такой уж как бы простой, как на ваш взгляд. Несколько способов присутствует в подготовке ингредиентов. Дорогие друзья, формируем горшочки. Также выкладываем на дно горшочек картофель. Затем мясо. Прям бульон туда. Чесночок. Буквально по несколько долек. Овощи. Грибы, лук, морковь и соленые огурчики. Вливаем грибной бульон. Но не бульон, а отвар уж на 1/3 где-то. Штук 5-6 горошков черного перца. По небольшому лавровому листочку. Молотым кориандром посыпаем. Все на ваш вкус. Лук мы немного солили, поэтому где-то вот чуть меньше чайной ложки без горочки.
Горшочки я сформировал. Закрываем. Эти два у нас горшочка с обжаркой. Этот горшочек у нас с сырыми ингредиентами. Перекладываем их на противень. Подготовленные горшочки отправляем в духовку, нагретую до 180 градусов на час. Дорогие друзья, горшочки провели в духовке час. Посмотрим, что у меня получилось. Этот у нас без обжарки. Эти два у нас горшочка с обжаркой. Посмотрим, что у нас получилось, друзья. Давайте я его перемешаю, чтобы все было чинно и вкусно. Бульончик, картошечка, мясо и овощи. Здесь, конечно, картофель более насыщенного цвета, и мясо чуть-чуть потемнее, и бульончик потемнее. Внешне разницы не вижу. Кому из вас врачи рекомендуют есть пареную или вареную пищу, то выбирайте вариант без обжарки. Кто любит более насыщенный вкус и чуть заморочиться, для вас вариант с обжаркой. А я сейчас все это буду пробовать. Дорогие мои друзья, сегодня я вам показал два варианта приготовления жаркого в горшочках. Давайте попробуем сначала вариант, который без обжарки, который я готовлю чаще всего, потому что он менее заморочистый. Картошка разварилась, мясо приготовилось. Отлично. Теперь вариант с обжарочкой. Ну, вкус, я скажу, друзья, отличается. Почему-то наливал одинаковое количество бульона. В этом горшочке, где обжарка была, бульона осталось меньше. Вкус, друзья, есть отличия, но кардинально вообще на концепцию самого блюда, я думаю, не влияет. Поэтому вот в моей семье дома мы готовим, не заморачиваясь. Закладываем в горшочки прямо в сыром виде все продукты. А так, ну, вариант еще есть с обжаркой. Если вам нравится заморачиваться, нравится вкус более насыщенный, то можете готовить этот вариант. Так оба рецепта имеют место быть на ваших столах. Очень все легко и доступно готовится. Нарезали продукты, скидали и убрали в духовку на час. Если еще в оригинальных горшочках подать, то вообще смотрится достойно праздничного стола. А на этой вкусной ноте, по традиции, мои дорогие, у кого из вас сегодня дни рождения, я хочу поздравить вас с днем рождения, пожелать вам здоровья, счастья, любви, тепла и уюта в ваших домах, мирного светлого неба над головой, добрых людей рядом с вами, здоровья вашим близким, детям, родителям. Будьте добрее, будьте отзывчивее, и вам воздастся. А на этом я с вами прощаюсь. До скорых рецептов. С вами был Волоха. Всего доброго. Всем пока.